Внимание! Говорит главный технолог проекта «Незабытые рецепты». На повестке дня рецептура номер 321. Макаронник, запеченный с мясом. Это блюдо не просто обед, это энергетический фундамент, на котором держалась смена в кузнечном цехе и продленка в средней школе. Оно давало силы строить БАМ и решать квадратные уравнения. Но не путайте макаронник с итальянской лазаньей. Наша запеканка – это монументальность, дисциплина и строгий расчет калорий, а не легкомысленная игра с сыром. Прежде чем приступить к закладке сырья, напоминаю о дисциплине. Каждый, кто смотрит это видео и до сих пор не состоит на учете в нашем ведомстве, немедленно зафиксируйте подписку на канал. Не ждите, пока к вам придет кладовщица с выговором. Подписка – залог своевременного получения тех карт. Подготовьте инвентарь. Мы начинаем битву за сытность. Смотрите внимательно. Основа – макаронные изделия. По ГОСТу нам нужны трубочки или перья, такие, которые не раскисают за 5 минут. В общепите знали толк в твердых сортах. Говорили, хорошие макароны, как хороший работник, всегда держат форму. Лук режем мелко. Помните старую шутку поваров? Зачем в котлеты класть мясо, если есть лук и хлеб? Мы эту шутку решительно отвергаем. Наш макаронник должен быть честным. Кстати, о честности. Если вы за честную порцию мяса, поставьте лайк прямо сейчас. Это укрепит нашу веру в качество продукции и поднимет боевой дух смены. Теперь фарш. Смесь говядины и свинины. В советских столовых пропорцию знал только заведующий производством и его совесть. Мы же берем 1 к 1, чтобы ОТК приняло с первого раза. Вопрос к коллективу в комментариях. А вы помните тот самый вкус макаронника в школьной столовой? Его подавали квадратом или треугольником. И с чем? Со сметаной или с компотом в граненом стакане? Пишите ваши рапорты в комментариях ниже. Каждое сообщение – это часть нашей общей кулинарной истории. Теперь готовим льезон, яично-молочную смесь. Она свяжет все компоненты. Солим по весу, без самодеятельности. Варим макароны до состояния аль-денте, по-нашему, до легкого сопротивления на зубе. Не доводите их до состояния каши, иначе монолит развалится. Это критический момент, нарушение которого карается лишением премии. Соединяем отваренные макароны и обжаренный фарш с луком. Это и есть наш бетон. Выкладываем макаронную массу в форму. Рекомендую использовать чугунный противень. Он дает нужную инерцию тепла. Утрамбовываем.
Сверху заливаем льезоном. Смесь должна проникнуть в каждую пустоту, чтобы конструкция была монолитной. Сверху тонкий слой сэра для той самой легендарной золотистой корочки. Отправляем в печь. Температура 180 градусов. Время 45 минут. В это время по кухне начинает распространяться аромат, который лучше любых лозунгов призывает к труду. Это запах надежности. Достаем. Посмотрите на этот блеск. Дайте ему отдохнуть 10 минут. Монолит должен схватиться. Это вам не пицца. Тут спешка недопустима. Подача. Разрезаем на идеально ровные порционные квадраты. Сопровождение неизменно. Граненый стакан прохладного напитка и ломть хлеба. Параметры АТК соблюдены. План по сытности перевыполнен. Полная технологическая документация по рецептуре номер 321 уже ждет вас в нашем телеграм-канале. Ссылка на портал в закрепленном комментарии. И не забудьте включить колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить следующую важную сводку из нашего пищеблока. Смена окончена. К трапезе приступить.